хочу поведать вам такую историю, которая произошла со мной давным-давно. Ну, это был где-то, условно, 2010 год, там плюс-минус. Ну, возьмем отправную точку 2010 года. Это был выходной день. Звонит мне жена моего товарища и говорит: беда у меня случилась. Мужа моего, говорит, в дурку забрали. Я говорю: во как, ничего себе. Говорю: как так это все произошло? Ну, говорит, подробности расскажу. Съезди, говорит, пожалуйста, со мной. Я боюсь одна. Мне навестить его надо, там вещи передать. А забрали его, где-то, там день назад, условно, там день-два назад. Вот, и не разрешали никаких вещей ему, ничего, никаких передачек. Вот, а тут ей позвонили, сказали: приезжайте. Вот, и, я говорю: слушай, я как-то не готов ехать. Мы выпивали, сидели. Вот, она говорит: да ладно, пофигу, поехали. И вот, слава богу, взял я с собой 250 грамм коньяку. Чекушечку. И едем. Купили каких-то еще, какой-то, типа Макдак, что ли, зашли в какую-то палатку, типа, я не помню, как они назывались, крошка-картошка, что ли, или Макдональдс. Давно это было. Купили каких-то там ему какой-то еды, вкусняшечки. В общем, приезжаем туда. На входе нас встречают охрана там, как охрана, женщины в основном. Вот. Кому, куда, она паспорт показывает. Вот мой муж и какой-то... и подходит диспетчерская, как она называется там. В общем, выписывает ей пропуск. А вы, говорит, у меня спрашивают, кто? Она мне сказала, говорит, брат двоюродный. Я говорю: брат двоюродный. Ладно, тоже паспорт переписали, проходите. Но то место, в общем, где вход в саму дурку, место вообще классное, все светлое, какой-то ремонт там сделал. Понятно, такой лайтовый. Для 10-го года в то время нормально было. Нам объяснили, как идти, там 2-й или 3-й этаж, что-то такое. В общем, поднимаемся мы туда. Причем так странно выходим, коридор и лестница. Идешь по лестнице, и все, и начинаются, как в фильмах показывают. Вот эта сетка рабица, чтобы с этажей не прыгнул. В общем, какие-то решетки, двери с решетками, но они, правда, открытые. Поднимаемся мы там на 3-й этаж, по-моему. Металлическая дверь с маленьким окошечком и звонок. Звоним туда, выглядывает женщина, смотрит, открывается дверь с таким засовом. Я говорю, вот реально как в фильмах, просто ужас. Открывается дверь: вы кому? Называешь фамилию. Вы кто? Жена, двоюродный брат. То есть, в общем, фишка в том, что пускают туда только родственников. Если бы сказал там друг, все, до свидания. Не знаю, как они там проверяют. Никак, просто говоришь и все. Это раньше было, сейчас не знаю. Неважно. Заходим туда, там реально мрак. Ужасно вообще. Не то, что прям там грязно, там облевано. Нет, такого нет. Там все, в принципе, чисто. Но вот такой немного приглушенный свет в коридоре. Это было днем. Такая атмосфера, я могу сказать, не алё. Не сказать, что прям жестик, но ты понимаешь, что ты находишься в какой-то спецбольнице. То есть вот так вот. И вот начинают эти психи там ходить. Как начинают, они там и ходят. А мы пока стоим, нас обыскивают. Как обыскивают? Открой сумку и все. А мы ему там по незнанке майонеза привезли, какого-то кетчупа. Это, оказывается, нельзя. Воды газированной, по-моему, сладкой нельзя. И, в общем, все это дело оставляешь на охране. Оставляешь хитро, говоришь, мы это забирать не будем. Соответственно, они себе это забирают. И, конечно, лояльнее к тебе относятся. Такая, как сказать, взятка, что ли, я даже не знаю. Вот. Мы этого не знали. Они такие: заберете потом. Такие: хорошо. Вот, оставили сигареты. Сигареты можно приносить, в принципе, сколько угодно, но, по-моему, пачку им дают на 2 дня. 20 сигарет. Соответственно, я до этого спрятал сигареты, спрятал алкоголь. Вот. Там не обыскивают прям вот тебя вот так вот. Не, там ты без куртки заходишь. Соответственно, все под пояс кинул.
Вот. И сумки в основном осматривают. А так такого шмона нет. Вот. Ну и все. Его позвали, он выходит, улыбается туда-сюда. Вот. Ну, ну и как бы мы с ним так сидим, общаемся. Психи ходят, ну, конечно, это жесть. Ну, 80% там, ну, чистенькие, опрятные, улыбаются, к тебе не пристают, то есть без проблем. Ну, там вот два мне запомнилось. Один там ходил слюни, пускал. В общем, буйный оказался. Они ему там какую-то штуку вкалывают, и ты вот ходишь целый день. Ну, как ходишь, там, еле-еле. Там до туалета дошел и опять лежишь. Там больно тебе, слюни пускаешь. Ну, в общем, какой-то укол делают специально для того, чтобы человек, ну, в общем, больше не вел себя, так сказать, плохо. Вот. И второй, ну, он реально псих, он как там, ходил всем шоколадки предлагал. Ну, вот не тем, кто там лежит, а вот посетителям новым, ну, там не одни были. И вот он, Альпенгольд была какая-то шоколадка, вот она открытая, и вот он прям, как-то так, возьмите. Ну, как-то он говорил плохо, но видно, что он дурачок. Вот. Ну, сели, нас посадили в столовую, там покушал он. Я там употребил это дело. Ну, не все сразу, конечно. Ну, потому что без этого я туда бы вообще, наверное, не поехал. Ну, мне реально там так страшно. Ну, вообще везде решетки, везде вот эти засовы щелкают. То есть такая движуха прям ужасная. В палату нас не пустили, но я так поглядел. Ну, в принципе, обычная палата. Что там, какие-то кровати стоят, все заправлено, какие-то не заправленные. Ну, то есть, как бы беспорядка такого нет. То есть, в принципе, нормально. Вот, посидели, дается там час, но час реально пролетел. То есть мы как бы, ну, а медсестра подходит, говорит, ваше время там скоро истекает. Ну, в общем, дали нам еще минут 40, наверное, мы посидели, без проблем. Но, в принципе, неплохо. И случай меня такой поразил, я захотел в туалет, по-маленькому. И товарищу своему говорю, слушай, где туалет? Он говорит, пойдем. И мы идем, а он покурить захотел, и я тоже. Вот. Ну и, соответственно, и покурить как раз. Заходим в туалет, я захожу вторым. Он заходит первым, то есть я не вижу, куда я захожу. Это пипец. Туалет, короче, кабинки все, створок нету, перегородок нету, то есть одно общее помещение. И там вот сидят люди, они там курят, окно открыто, вонища. Ну, опять же говорю, грязи как таковой нету, но запахи там жесть. И я сделал свое дело, только начинаю прикуривать сигарету, и прям чувствую, рука такая мне за шею хватает, за шиворот, и волочит меня в коридор с криками, ты что тут делаешь? Я оборачиваюсь, вот эта женщина, которая на охране сидит, она такая, ну, грузная. Ты что, говорит, обалдел? Кто тебя сюда вообще пустил? Ну, в туалет. Я говорю, да я как бы в туалет захотела. Нельзя здесь никакие туалеты. С ними вообще никаких контактов. Вы пришли к одному человеку, вот и общайтесь. С этими нельзя. То есть, и никаких туалетов. Туалет для посетителей только на первом этаже, где вы были. Идите туда. Я говорю, да мне уже как бы и не надо. Она такая, ну и все, значит, сидите там спокойно, кушайте, питайтесь, нефиг туда ходить. Может быть, она, кстати, и говорила, из-за чего. Но я, честно говоря, не понял. Там люди, в принципе, адекватные. То есть я даже не знаю, что там может случиться. Там, грубо говоря, коридор, дверь в туалет и окна везде. Там же нет окон без... Ой, точнее, дверей без окон. Там все видно. Вот, ну так интересно. И приезжал я к нему несколько лет. Ну как, понятно, что он лежал там где-то месяц. Потом... Короче, в год он лежал месяц. У него шизофрения. Вот. Ну, такая, как бы, он, как сказать, если он напьется алкоголя, он просто начинает, ну, ты вот чувствуешь, что он начинает какую-то фигню говорить. Ну, там, типа, мы инопланетяне, мы все боги. То есть, так, ну, какую-то чушь. Вот. И все, и вот он уезжал. Где-то на месяц его клали. И раз в год, и несколько лет он так подряд уезжал. Но на самом деле, если бы он пил бы лекарства и не употреблял бы алкоголь, то, я думаю, может быть, он и не уезжал бы вообще. Ну, а что, молодые?
Какая там шизофрения, нормально все. И за рулем он ездил вообще без проблем. Был случай, забрали его, он, короче, 8 марта, они напились, но это без меня было. И он пошел в магазин рано утром, магазин цветов. Или он нарвал, что ли, где-то цветы. Я не помню. В общем, 8 марта было. И его сняли с ворот ментовки. Он полез в ментов поздравлять с 8 марта, короче, и слезть не может с этих ворот. А ворота такие, раньше-то были обычные, а сейчас-то высокие. Ну, как сейчас, там, лет, может, 5-7 назад. Они уже высокие, такие заборы поставили. Вот он туда залез с этими цветами. Но меня там не было, я бы, конечно, видосик бы снял такой нормальный. И его опять увезли. Но на самом деле менты в районе, где он живет, его уже знали все. Поэтому если какие-то буза какая-то происходит и видят его, они прям сразу вызывали скорую, и она прям его в дурку забирала. Но он такой, спокойный, то есть не драк, ничего, просто какую-то херню мелет. И может какую-нибудь дичку там спороть, я не знаю, например, взять в магазине, загрузиться едой и с тележкой, просто выезжать оттуда. И говорит, я не хочу платить за это деньги, и все, это у вас гнилая еда, я ее съем, но я платить за нее не буду. Как-то так вот, такие приколы. Но не драки, ничего там, ни ножей никаких, там, как говорят, шизофреник там убьет. Не, спокойно. И причем, я говорю, это уже очень давно у него продолжается и до сих пор. Кстати, сейчас он алкоголь бросил, почти бросил, и уже несколько лет он в дурку не ездит. То есть, нет, он пьет какие-то таблетки специальные, то есть, ему надо, как надо. Никто за этим не следит, не только ему. Но если он реально пьет курсами, то он нормальный парень. То есть вообще по нему не скажешь, что он какой-то дурак там или какой-то еще что-то. Нет, вообще спокойный, нормальный человек, адекватный, работает, то есть вообще без проблем. Пенсию получает по инвалидности. Так что такая история про сумасшедший дом. Интересно там побывать, но там очень много людей, в принципе, они все спокойные. То есть там нет таких Есть там, если кто-то буянит, и даже после этих уколов, то их отвозят там на первый этаж, а на первом этаже там буйные сидят. Но с ними там очень жестко обращаются. Там, конечно, режим совершенно другой, но я этого не знаю, я не видел. Я был, как-то он, какой-то средний, что ли, режим послабления, что ли, как это называется. Но это между этими больными. В принципе, нормально. То есть, и он рассказывает, там такого беспредела нет, что там, говорят, бьют кого-то, врачи там издеваются. То есть, если человек реально идиот, там, там, на таблеточку тебе, на сутки ты в овощи превратишься, там, под себя будешь ходить. Нравится тебе еще, на тебе еще такую таблеточку. И люди уже начинают как-то соображать. Может быть, какие-то действительно неадекваты, которые там за ножи хватаются или табуретками голову разбивают. Может быть, с ними как-то по-другому общаются, но я этого не знаю. Так что такая история интересная. Все, всем пока.